Может ли человек неосознанно внушить себе симптомы депрессии? Как бороться с завистью и есть ли жизнь после смерти? Всем привет, с вами Давид, он же Гоша, он же профессор. Продолжаем формат ответов на вопросы. Очень рад вашей активности и непосредственно вопросам. В сегодняшнем видео разберем ряд очень интересных вопросов. Рекомендую посмотреть это видео от начала до конца, потому что в этот раз вопросы прям по психологии. Если что, не бойтесь дублировать вопросы, если я их пропускаю. График просто не позволяет делать видео дольше 20 минут, я просто не успеваю физически. Будьте добры, поставьте лайк и нажмите на колокольчик. А мы начинаем. Почему люди любят субъективировать понятие добра и зла, оправдывая этим себя и окружающих? Да вы как будто уже ответили на свой вопрос, но тем не менее. Потому что человеку психологически очень тяжело считать себя плохим. Да, сейчас очень много людей самобичующихся, так скажем, но мы говорим о подавляющем большинстве. Наш мозг практически всегда старается сохранить ощущение, что мы хорошие, разумные, справедливые. Поэтому люди начинают подгонять понятие добра и зла под свои поступки. Я был вынужден, они сами виноваты. Потому что все так делают. Это защитный механизм психики. Он помогает не чувствовать сильный стыд, вину или там внутренний конфликт какой-то. И чем больнее человеку признать правду о себе, тем сильнее он будет менять саму мораль под удобную версию реальности. Добро и зло в жизни редко выглядят абсолютно черным или белым. Люди растут в разной среде, с разными травмами, страхами, ценностями. Из-за этого человек начинает смотреть на мораль не как на правило, а как на инструмент выживания и оправдания своей группы, семьи или убеждений. Психология тут довольно жестока. Большинству людей важнее сохранить внутренний комфорт и ощущение собственной правоты, чем быть объективным. Как фиксировать симптомы депрессии, если о ней знаешь, но не замечаешь, и как продвинуто с ней бороться? Одна из главных проблем депрессии в том, что она становится фоном. Человек привыкает к усталости, пустоте, отсутствию интереса и начинает считать это своим обычным состоянием. Поэтому депрессию полезнее фиксировать не через эмоции, а через факты. К примеру, не мне плохо, а сколько часов я спал, были ли силы выйти из дома, сколько раз откладывал простые дела, чувствовал ли удовольствие хоть от чего-то. Как менялся аппетит, концентрация, желание общаться. Когда это записывается хотя бы 2-3 недели, становится видно, что это проблема не лени и не характера, а устойчивое состояние психики и нервной системы. Продвинутая борьба с депрессией — это обычно не мотивация и не попытка взять себя в руки, а системная работа сразу в нескольких слоях. Во-первых, стабилизация биологии, сон, свет, физическая нагрузка, снижение алкоголя и постоянного дофаминового перегруза от телефона. Во-вторых, работа с мышлением, отслеживание автоматических мыслей типа «все бессмысленно» и постепенное возвращение действий даже без желания. И самое важное, не пытаться воевать с депрессией только внутри головы. Тяжелая или затяжная депрессия всегда требует помощи специалиста, потому что в какой-то момент мозг сам начинает искажать восприятие реальности и энергии. Тут человеку нужен не характер посильнее, а внешняя опора и лечение, как при любой другой болезни. Сознание и личность — это одно и то же или две разные, но крепко связанные вместе штуки. С точки зрения психологии и философии это не одно и то же. Сознание — это скорее сам процесс восприятия, способность замечать себя, чувствовать, думать, и осознавать происходящее. А личность — это уже содержимое человека, его характер, привычки, страхи, ценности, стиль поведения, реакции и опыт. Проще говоря, сознание — это как бы экран, на котором все появляется, а личность — это то, что на этом экране сформировалось за жизнь. Но связаны они очень глубоко. Личность влияет на то, как человек воспринимает мир. Тревожный человек видит угрозу, обиженный видит несправедливость, а уверенный видит возможности. А сознание, в свою очередь, может постепенно менять личность через осознание себя, рефлексию и новый опыт. Именно поэтому люди и способны меняться. Человек начинает замечать свои автоматические реакции, понимать их причины и со временем перестраивать себя. То есть сознание — это наблюдатель и инструмент изменений, а личность — это сама структура, которую этот инструмент может менять. Почему распространяется инфантилизация и отсутствие признания ответственности даже среди старших поколений? Как с этим бороться? Как с этим бороться в зависимости... а что вы предпочитаете, греко-римскую или вольную? Инфантилизация часто появляется там, где человеку становится страшно чувствовать ответственность за свою жизнь. Мир стал перегруженным. Я об этом в предыдущих роликах уже говорил, но стало слишком много информации, сравнение себя с другими, нестабильность и постоянный, бесконечный стресс. Психика начинает искать более легкую позицию, перекладывать вину на обстоятельства, общество, родителей, партнеров или такое время. Хотя к этому тоже нужно подойти грамотно и понимать, что не все зависит от вас объективно. Так вот, это касается не только молодых.
Многие взрослые люди эмоционально тоже не повзрослели, потому что возраст сам по себе не дает зрелости. Можно прожить хоть, я не знаю, 50 лет и все равно избегать признания своих ошибок, если всю жизнь человек защищался от чувства вины и страха. Бороться с этим можно через постепенное развитие внутренней ответственности. Не в духе, типа, что я во всем виноват, а через вопрос, что лично я могу контролировать и изменить. Психологически зрелый человек отличается не идеальностью, а способностью признавать ошибки, выдерживать неприятную правду о себе и не убегать от последствий своих решений. Начинается это с мелочей. Перестать постоянно оправдываться, замечать свои автоматические обвинения других и учиться говорить себе честные вещи без самоуничтожения. Как бороться с завистью? Я понимаю, что я очень красивый и умный, но я помогу вам. Зависть появляется тогда, когда человек бессознательно сравнивает чужую жизнь со своим внутренним ощущением нехватки. Обычно завидуют не просто деньгам, красоте, успеху, а тому состоянию, которое, как кажется, эти вещи дают. Свободе, любви, признанию, спокойствию. Проблема в том, что мозг сравнивает свою реальную жизнь с чужой витриной, из-за чего возникает чувство собственной неполноценности. И чем сильнее человек подавляет зависть или стыдится ее, тем токсичнее она становится внутри. Бороться с завистью полезно не через запрет «нельзя завидовать», а через, честный анализ, чего именно мне не хватает. Что этот человек символизирует для меня? Это кто? Часто зависть — это не враг, а кривой указатель на собственные желания и неудовлетворенные потребности. Когда человек начинает строить жизнь вокруг своих ценностей, а не бесконечного сравнения, зависть постепенно ослабевает. И еще важный момент. Зрелость — это умение вдохновляться чужим успехом, не воспринимая его как доказательство собственной никчемности. Как по-вашему? Почему современные подростки часто романтизируют серьезные психологические заболевания? Депрессия, СДВГ, ОКР, биполярное расстройство и так далее. С точки зрения психологии, подростки часто тянутся к темам психических расстройств, потому что в этом возрасте человек активно ищет свою идентичность и пытается объяснить собственные эмоции, тревогу, одиночество или ощущение «я не такой, как все». Соответственно, соцсети как следует усиливает это все. Серьезные состояния начинают преподноситься через какие-то эстетичные видео, музыку, видео, мемы и короткие ярлыки, типа «это мой СДВГ» или «я в депрессии». Иногда за этим действительно может стоять романтизация, когда болезнь начинает восприниматься как часть уникального образа или способ получить внимание, понимание, чувство принадлежности. Но здесь очень важно не впадать в крайности. Тут важно не обесценивать каждого подростка словами типа «они все выдумывают». Потому что, не всегда речь идет о романтизации. Многие подростки действительно испытывают тяжелые симптомы. Просто они не умеют их правильно описывать и используют популярные термины как единственный доступный язык для разговора о своем состоянии. А состояние подростков — это очень важно. Поэтому психологически зрелый подход. Нужно рассматривать каждый случай отдельно. За внешней модной темой реально может скрываться настоящая тревога, депрессия, эмоциональная запущенность или ощущение, что человека просто никто не слышит. Как справляться с тревожными мыслями о том, что не сможешь жить без антидепрессантов? Часто возникает ощущение, что их придется принимать всю жизнь, хотя сам на них лишь полгода. С точки зрения психологии и в общих чертах психиатрии, такой страх, вполне себе распространен. Когда человеку становится легче на антидепрессантах, мозг начинает связывать стабильность только с таблетками, из-за чего появляется тревога. А вдруг без них я опять развалюсь. Особенно это усиливается у тревожных людей, которые склонны к постоянному контролю своего внутреннего состояния. Но важно понимать, антидепрессанты часто нужны не для того, чтобы бесконечно на них сидеть, а чтобы дать возможность нервной системе восстановиться и выйти из тяжелого периода. Но важно оговориться, я не психиатр и не могу давать каких-то показаний по отмене или приему каких-то препаратов. Но в психиатрии решение о длительности лечения обычно зависит от диагноза, от тяжести состояния, количества эпизодов и реакции организма. Многие люди принимают антидепрессанты ограниченное время и постепенно уходят от них под контролем врача. Главный момент здесь психологический. Страх не справиться без таблеток часто сам становится частью тревоги, а не объективным прогнозом будущего. В последнее время появились нейросети-психологи. Можно ли нейросети использовать при легких душевных проблемах? Или это вовсе что-то синтетическое, что может дать только имитацию общения с психологом? Очень приятно смотреть ваш канал. Спасибо, я тоже очень с удовольствием смотрю свои видео. Кое том веке нашел автора себе по душе, а ваши юмористические шорты прямо в самое сердечко. Ань, дай этот самый. Берите. С точки зрения психологии, нейросети действительно могут быть полезны
при легких эмоциональных трудностях. Например, когда человеку нужно выговориться, структурировать мысли, снизить чувство одиночества или получить базовую информацию о тревоге, стрессе и самопомощи. Иногда людям проще начать говорить именно с ИИ, и искусственным интеллектом, потому что просто нет страха осуждения. И в целом это вполне логично, потому что сейчас очень много недобросовестных специалистов, которых специалистами-то не очень хочется называть, из-за которых портится общее впечатление о психотерапии и в целом о такой теме, как психология. В этом случае нейросеть может быть своеобразным инструментом в поддержке и саморефлексии. Особенно если у человека нет доступа к психологу или ему сложно сделать первый шаг. Кстати говоря, первый шаг — это самое сложное, что вот в терапии. Дальше потом уже ситуация поправляется. Главное начать. Но важно понимать границы. Нейросеть, она не может чувствовать человека по-настоящему. Нейросеть не видит невербальные сигналы, не несет, так сказать, человеческой ответственности и не может полноценно заменить терапевтический контакт. Поэтому это скорее вспомогательный инструмент, а не полноценная альтернатива живой терапии. И при серьезных состояниях, типа тяжелой депрессии, мыслях, психозах, сильной зависимости, травмах, опираться только на ИИ уже рискованно. Так что правильнее воспринимать нейросети не как фальшивого психолога, а как дополнительный способ поддержки, который в некоторых ситуациях действительно может помочь, а в других будет недостаточен. Опять же, потому что ИИ — это не человек, и он не увидит, может просто не увидеть или не услышать буквально каких-то симптомов или каких-то деталей. Он может неправильно диагностировать и порекомендовать что-то там делать дальше и как-то дальше лечиться, и вот это может привести просто к катастрофе. Нейросеть может не заметить тяжелых состояний человека, может не заметить каких-то фоновых состояний, которые, то есть, одно может вытекать из другого. Это сложно. То есть психолог долго изучает человека перед тем, как определить, что делать. Что думаете о бессмертии души человеческой? Может ли такое существовать? Так, рассмотрим с двух сторон. С точки зрения психологии, человек очень тяжело переносит мысль о том, что он когда-нибудь умрет. Поэтому идея бессмертия души существует практически в любых культурах. Они помогают справиться со страхом смерти, придают смысл жизни и создают ощущение, что личность не исчезает полностью. Для психики это не просто сказка, а попытка ответить на один из самых страшных вопросов человеческого существования. Что будет с нашим «я» после смерти? Но если говорить честно и без мистики, то наука сейчас не может ни опровергнуть, ни доказать существование души и ее бессмертие. Это уже область, скажем так, философии, религии, личной веры. Некоторые люди воспринимают сознание как чисто продукт мозга. Другие считают, что человеческое «я» может быть чем-то больше, чем просто биология. Поэтому психологически зрелая позиция обычно не в том, чтобы с пеной у рта доказывать, что, значит, жизни после смерти нет, или наоборот, что она есть, а в способности выдерживать саму неопределенность этого вопроса. Что лично я думаю по этому поводу? Я глубоко убежден, что смерть — это не конец. Да, я не могу как-то это аргументировать или сапеллировать какими-то фактами. У меня был период полной убежденности в обратном. Кстати, в колледже действительно было. То есть я был в страшной депрессухе и был уверен, что, после смерти все, ГГ. Я прошел через стадию смирения, принятия, с тем фактом, что я полностью disappear, как сказать, fabric detail. Но постепенно я пришел к тому, что все-таки все не так просто. Почему в какой-то момент неосознанно начинаешь отделяться от родителей? Это часто связано с естественным процессом взросления и отделения личности. В какой-то момент психика начинает бессознательно создавать, скажем так, дистанцию, чтобы человек смог почувствовать себя отдельным и самостоятельным, а не продолжением родственников. Это абсолютно не означает отсутствие любви. Наоборот, иногда отдаление появляется именно потому, что внутри начинается поиск собственного «я», своих взглядов, ценностей и границ. Кроме того, с возрастом человек начинает видеть своих родителей более реалистично. Не как каких-то идеальных фигур из детства, а как обычных людей, со слабостями, ошибками и своими травмами. Для психики это может быть болезненно, безусловно. И дистанция становится способом защитить себя эмоционально или снизить внутреннее напряжение. Иногда за этим стоят накопленные обиды, усталость от контроля или просто изменение, так сказать, жизненных этапов. И важно понимать, временное эмоциональное отдаление — это довольно нормальная часть развития личности. Если оно, разумеется, не превращается в полное разрушение отношений или какой-то хронический холод, скажем так. Кстати, если копнуть, сепарация полезна не только ребенку, но и непосредственно родителю. Как отдыхать с вашей точки зрения? Во время одной из сессий вскрылась проблема, что я вечно в тревоге, и этот хронический стресс мне мешает жить. Что бы вы порекомендовали? Я рекомендую светлый лягер. Тревожные люди часто вообще не умеют отдыхать по-настоящему. Даже во время отдыха мозг продолжает оставаться в режиме контроля. Я теряю время, нужно быть продуктивным, я недостаточно отдыхаю. И из-за этого человек физически может лежать, смотреть видосы, играть, но
нервная система все равно не выходит из напряжения. Поэтому отдых — это не просто отсутствие работы, а состояние, в котором психика перестает постоянно ждать угрозу или требовать от себя эффективности. Обычно помогает не идеальный отдых, а постепенное обучение нервной системы безопасности. Это вещи типа режима сна, прогулок без постоянного телефона, физической нагрузки без перегруза, моментов тишины, музыки, живого общения и занятия, где внимание уходит из головы в тело и реальность. И еще важный момент. Тревожному человеку полезно научиться не воспринимать отдых как награду, которую нужно заслужить. Это очень важная деталь. Хронический стресс, как правило, держится на ощущении, что вот расслабляться нельзя. Поэтому иногда самый важный навык — это разрешить себе быть неэффективным без чувства вины. Маленький лайфхак от меня, суфлер попросил. Постарайтесь в момент отдыха осознать, что это вам нужно ровно настолько же, насколько и работа, например. Если вы не будете отдыхать, если у вас не будет, грубо говоря, технического обслуживания нервной системы, но она у вас просто сгорит, и вы не сможете потом работать. То есть тут важно знать баланс. Ну и, соответственно, переключаться на какие-то действия, которые приносят удовольствие, поднимают дофамин. Может ли человек неосознанно внушить себе симптомы депрессии или иного расстройства ради получения рецептурных препаратов? А вы для себя интересуетесь? Возможно ли, что за соматизацией или симулятивным расстройством скрывается подсознательное стремление к немедицинскому употреблению лекарств для снятия усталости? Ну, сказать, теоретически да. Но тут важно не упрощать все до, типа, человек просто притворяется. Психика умеет очень сильно влиять на восприятие собственного состояния. Иногда человек начинает действительно бессознательно усиливать или, скажем так, фиксироваться на симптомах, потому что внутри есть потребность в облегчении, заботе, оправдании своего истощения или желание быстро, так сказать, изменить состояние через лекарство. И в таких случаях граница между реальными страданиями, соматизацией, тревогой и частично неосознанной симуляцией может быть очень размытой даже для самого человека. При этом стремление к препаратам не всегда связано с кайфом или осознанным обманом. Иногда человек настолько вымотан хроническим стрессом, тревогой, эмоциональным выгоранием или внутренней пустотой, что начинает видеть в лекарствах способ наконец-то почувствовать энергию, спокойствие или облегчение. Психиатрия знает случаи, когда за навязчивым поиском лекарств скрывались более глубокие проблемы. Тревожное расстройство, зависимое поведение, страх собственной несостоятельности или отчаянная попытка справиться с жизнью. Поэтому в таких темах очень важно не только спрашивать, симулирует ли человек, а понимать, какую внутреннюю потребность психика пытается закрыть через болезнь или препараты. Можно ли стать или быть счастливым? С точки зрения психологии, счастье — это не постоянная эйфория и не состояние, в котором человек всегда доволен жизнью. Скорее, это способность чувствовать смысл, живость и внутреннюю устойчивость даже при наличии проблем. Многие люди несчастны не потому, что у них плохая жизнь, а потому что они бессознательно ждут момента, когда исчезнут все страхи, недостатки и внутренние конфликты. Но психика так почти не работает никогда. Человек в любом случае все равно будет сталкиваться с болью, кризисами, неопределенностью, поэтому стать счастливым в реальности означает не достичь идеального состояния, а научиться жить без постоянной борьбы с собой и жизнью. Это постепенно строится через отношения, ощущение смысла, принятие своих ограничений, способность отдыхать, любить, переживать эмоции и не разрушаться от трудностей. И парадокс в том, что чем сильнее человек гонится, одержимо гонится за счастьем, тем чаще оно ускользает. А когда появляется контакт с реальной жизнью, своими ценностями и моментами настоящего присутствия, чувство счастья начинает возникать само, пусть и не постоянно. Почему у человека кардинально меняется самооценка и будто сила его «я»? Грубо говоря, он становится то сильным, то слабым. Я наблюдаю, как один человек изменился таким образом уже 4-й раз за год. Такое может происходить, потому что у многих людей самооценка нестабильна и очень сильно зависит от внешних факторов. Отношений, успехов, признания, уровня стресса, ощущения контроля над жизнью. А когда человек чувствует опору, он ощущает себя сильным, уверенным и собранным. Но стоит случиться кризису, потере, эмоциональному удару или внутреннему истощению, ощущение собственного «я» молниеносно проседает. Особенно это заметно у людей, которые еще не выстроили устойчивое внутреннее чувство ценности и постоянно бессознательно ищут подтверждение себя извне. Поэтому со стороны может казаться, что перед вами вообще разные люди. Ну и раз просили больше субъективщины в прошлом видео, мне очень нравится концепция Георгия Ивановича Гурджиева, где человек вообще не является единым и постоянным существом. Внутри него существует множество разных «я». Одно хочет силы и дисциплины, другое — комфорта и избегания, третье — признание, четвертое — покоя и так бесконечно. И в разные периоды жизни управление
человеком как будто бы перехватывают вот эти вот разные «я». Поэтому сегодня человек может искренне ощущать себя там сильным и волевым, а через время таким же искренним, но уже слабым и потерянным. По Гурджиеву проблема именно в отсутствии единого устойчивого центра сознания. Человек все время меняется вместе со своими состояниями, эмоциями и внутренними ролями. Да, Гурджиев — это все-таки немножечко уже из области эзотерики, я прекрасно понимаю, что сейчас люди довольно скептически к этому относятся, но конкретно эта концепция, мне кажется, здесь очень уместной. Спасибо за просмотр, заходите к нам на стримы на Twitch, ссылка в описании, и в группу Telegram. Жду ваши вопросы в комментарии, не отождествляйтесь и берегите свою нервную систему. Пока.